На часах было 17:00 и уже начинало темнеть, когда по центральной улице имени Курчатова в сторону отеля Полесье двигались 3 велосипедиста. Это были 3 молодых парней возрастом до 30 лет. Звали их Саня, Паша и Володя. Они часто бывали в запретной зоне и проводили здесь почти все свое свободное время. Все 3 друзей работали в IT-сфере и трудностей с финансами не испытывали, поэтому они решили на волонтерских началах сделать доброе дело. За время своих поездок они успели отремонтировать в многоквартирном доме несколько квартир, где любой путник мог остановиться и переночевать. В этих квартирах были все коммуникации, начиная от электричества и заканчивая беспроводным интернетом, который обеспечивал Wi-Fi роутер и 3G модем. То есть любой желающий спокойно мог поселиться там и пожить необходимое ему время. Единственным условием было бережное отношение к инвентарю квартир и к самому дому. Друзья, наверное, это будет наша последняя поездка, так как скоро нам предстоит долгая командировка в США, и времени на поездки в уже полюбившуюся нам Чернобыльскую зону у нас просто не будет, сказал старший группы Саня. Да, это грустно, но зато сколько добрых дел мы тут успели сделать. Теперь в этом городе будет память о нас, сказал Володя. Парни, я полностью согласен с вами, а ведь с этих квартир можно было бы сделать мини-отель и зарабатывать на этом хорошие деньги. Да, мы сейчас не нуждаемся в деньгах, но считаю, что это был бы неплохой проект на будущее, сказал 3-й парень Паша. Да без проблем, вот летом вернемся из США и займемся этим, с улыбкой сказал Саня. И как потом будем делить наши миллионы? Шутливо сказал Паша. Да, как-то разберемся, уверен, что победит дружба, сказал Саня, и парни громко рассмеялись. За разговорами они не заметили, как подъехали к заброшенной гостинице Полесье. На крыше здания ярко светилась вывеска с названием этого же отеля. Блин, ну как же красиво я придумал, задумчиво сказал Володя. Так, не приписывай это себе. Это общая победа, а то не получишь части от наших будущих миллионов, шутливо сказал Паша. Да, какая же красота, мы все же хоть как-то придали городу жизненный облик, сказал Саня. Завтра у нас, ребята, решающий день, так как намечен запуск колеса обозрения в центральном парке города, ответил Володя. Вот как же хорошо, что почти все подготовленные работы мы уже сделали. Остались лишь небольшие настройки, и можно делать долгожданный запуск. А то по этой сырости уже не сильно охота лазить по гнилым спицам этого колеса, сказал Паша. За разговорами ребята не заметили, как подъехали к дому, где располагались их квартиры, и поднялись вверх. Зайдя в квартиру, они расположились и начали готовить себе ужин. Перекусив, ребята принялись располагаться ко сну. Через окно, на котором не было штор, в квартиру просачивался яркий свет от светящейся вывески отеля. И даже при выключенном освещении в квартире было светло. Перед тем, как заснуть, ребята в деталях обговорили завтрашний день и все технические моменты, которые необходимо было выполнить в строгом порядке для того, чтобы завтра оживить застывшее колесо обозрения. Ведь оно целых 34 года простояло неподвижным. Утро наступило незаметно. Самым первым проснулся Саня. Он открыл глаза, потянулся и громко крикнул: «Рота, подъем!» Но ребята так и лежали, не шевелились. Видать, вчерашний велозабег дал о себе знать, подумал он. Немного помедлив, он опять громко сказал: «Друзья, подъем! Наступило утро нового дня, который принесет нам яркие впечатления. Мы оживим старое чертово колесо». Володя, приоткрыв глаз, томно сказал: «Блин, Сань, не ори». «Точно, что чертово». Паша приподнялся на кровати, потянулся и сказал: «Надеюсь, все пройдет без сучка и задоринки, и нам удастся его запустить. В противном случае мне очень будет жаль потраченного времени и денег». «Так, парни, что за сопли? Мы же должны оставить память о себе, а также чтобы было что вспомнить в США», парировал слова парней Саня.
После чего они встали, умылись, приготовили завтрак из яичницы и банки тушенки, а также заварили крепкого чая. Позавтракав, они двинулись в путь. Расстояние между домом, в котором жили ребята, и парком развлечений составляло чуть более километра, и уже через 10 минут они были на месте. Еще в прошлой поездке ребята подвели от ближайшей подстанции к приводу колеса трехфазный кабель, и теперь дело оставалось за малым – соединить все это дело в единую цепь и запустить его. Когда все приготовления были закончены, Саня сказал: «Слышь, пацаны, у меня в голове возникла следующая идея». «Что ты придумал в этот раз?» – настороженно сказал Паша. «В общем, я хочу отснять видеоролик для своего Instagram. Поэтому я сейчас залезу на крышу самой верхней кабинки и оттуда на свою камеру буду снимать запуск колеса. А ты, Паш, снизу снимай общий план всего, что происходит, и меня в том числе. Потом мы все это сведем в единый ролик. Я обещаю, что будет круто», – сказал Санек. «Слышь, Сань, а если ты грохнешься оттуда, то как мы с Пашей будем тебя собирать?» – настороженно сказал Володя. «Да как? Молча, лопатой. А если честно, ребят, я с детства любил высоту. И получить смерть от падения с высоты колеса будет для меня честью», – с гордо поднятой головой сказал Саня, а потом сильно рассмеялся. «Слышь, герой, не буди лихо, пока тихо. Я думаю, никакой ролик не стоит твоей жизни. Давай снимем запуск и все», – сказал Паша. Саня перестал улыбаться, закурил сигарету, а потом сказал: «Парни, я без шуток. Я очень хочу снять это видео, поэтому как друзей вас прошу, давайте это сделаем». Пока Володя и Паша задумчиво смотрели на колесо, пытаясь просчитать все последствия падения, Саня уже бодро карабкался наверх по старым спицам колеса. И буквально через 15 минут он стоял на крыше самой верхней кабинки и делал селфи. «Ну что, друзья, я готов! Паша, запускай привод!» – крикнул Саня. После его слов Паша включил рубильник. Раздался небольшой хлопок, но колесо так и осталось стоять неподвижно. «Ну что там случилось? Чего стоим?» – кричал сверху Саня. «Сань, да погоди ты, похоже, мы одну клемму плохо прикрутили, и она отгорела», – прокричал в ответ Володя. «Парни, давайте быстрее, а то тут наверху ветерок, и мне становится прохладно», – крикнул в ответ Саня. Володя побежал на подстанцию и отключил главный рубильник, после чего они с Пашей еще раз зачистили контакты и подключили клеммы входной коробки привода колеса. «Ну что, ты готов?» – прокричал Володя. «Всегда готов! Давайте уже врубайте колесо, электрики хреновы!» – крикнул Саня. Паша отбежал метров 100 от колеса и занял операторскую позицию, чтобы снимать общий план. А Володя положил руку на рубильник привода и крикнул: «Раз, два, три, врубаю!» и включил рубильник. После чего колесо со страшным скрипом резко дернулось. От резкого движения колеса Саня не успел поймать равновесие, сорвался с кабинки и упал вниз. Ему повезло, и он пролетел пару метров и успел зацепиться за ограждение соседней кабинки. На момент в воздухе повисла тишина. Казалось, что все вокруг было наэлектризировано. Володя инстинктивно дернул рубильник, и колесо остановилось. А Паша в шоке так и продолжал снимать все это на камеру. «Саня, братанчик, держись!» – крикнул Володя. «Все хорошо, парни. Я сейчас залезу в кабинку, и вы меня аккуратно спустите вниз», – крикнул Саня. После чего он потянулся на ограде и залез в нижнюю кабинку. Со страшным скрипом колесо начало медленно поворачиваться, и через 5 минут Саня уже стоял на земле, на обеих своих ногах. Стоя возле колеса, он что-то внимательно рассматривал в своих руках. Когда ребята к нему подбежали, то увидели, что это были старые командирские часы. «Дружище, как хорошо, что все обошлось. У нас с Пашей чуть сердце в пятки не ушло», – радостно сказал Володя.
Да, Саня, это было жестко. Я рад, что на этом наши эксперименты закончились, и мы больше сюда не приедем. Кстати, я все снял на видео, это будет яркий ролик. Задыхаясь от эмоций, сказал Паша. Но Саня стоял как завороженный и молча рассматривал найденные часы. Стрелки часов показывали 11:30, и в маленьком окошке с датой была указана цифра 25. Парни, смотрите, что я нашел. Это старые советские командирские часы. Причем человек их потерял 25 числа, как раз за день до Чернобыльской трагедии. Да, классная находка, наигранно сказал Володя. Блин, Саня, да хрен с этими часами. Главное, что ты жив остался, эмоционально сказал Паша. Ребята явно не оценили находку Сани, они искренне радовались спасению друга. Но Саня это не оценил и с недовольным видом сказал: «Вы просто не понимаете, какой артефакт попал нам в руки, ведь официально это колесо не работало, а его открытие планировали на 1 мая 1986 года. Но из аварии на станции этого так и не произошло». «Ну и что?» – возмущенно сказал Паша. «То, что каким образом эти часы попали в обзорную кабинку, причем почти на самый верх», – раздраженно сказал Саня. «Ладно, парни, хватит ругаться, давайте собирать свои вещи, и нам пора собираться домой. Нам и так крутить педали придется до ночи, а вы тут ссоритесь», – спокойным голосом сказал Володя. После этого Саня положил свою находку в карман, после чего парни отключили и смотали высоковольтный кабель и положили его рядом с колесом. «Ну что, колесико, прощай», – радостно сказал Саня. «Да и вся Припять прощай. Обещаем, мы вернемся сюда после нашей командировки в США и оживим что-нибудь еще в этом городе», – грустным голосом сказал Володя. «Да, мы обязательно вернемся», – сказал Паша, и они тронулись в путь. Всю дорогу ребята практически молчали. Когда они ненадолго остановились на заправке для того, чтобы согреться горячим чаем, Саня сказал: «Знаете, парни, а я доволен нашей поездкой. И даже не потому, что мы запустили колесо». «А почему?» – удивленно спросил Володя. «А потому что я нашел эти часы. Я еще не знаю, что именно, но с уверенностью могу сказать, что эти часы наделены какой-то силой. Вроде бы обычное механическое изделие, маленькая коробочка с шестеренками. Но что-то магическое в них есть», – попивая чай, сказал Саня. «Да какая нафиг мистика, ну старые командирские часы, которые скорее всего забыл там наладчик колеса, когда проводил шеф-наладку. Единственная их ценность – это возраст, можешь их загнать в ломбард», – с улыбкой и пренебрежением сказал Паша. «Не обижайся на меня, Пашка, но ты болван. Не все в нашей жизни меряется прагматизмом и деньгами, так как есть и материальные миры, которые мы не видим. И как раз эти часы – это один из тех случаев, когда есть что-то необъяснимое, что-то, что нельзя передать словами», – сказал Саня. «И что ты с ними будешь делать? Возьмешь их с собой в США?» – поинтересовался Володя. «Я еще не решил, но скорее всего я подарю их своему деду. Он единственный родной человек, который у меня остался. Ведь после гибели родителей они с бабушкой воспитывали меня и дали мне образование. Только благодаря им я стал тем, кем являюсь, одним из лучших программистов нашей компании. И теперь нас троих лучших программистов руководство компании отправляет на стажировку в Кремниевую долину в США. Так что дед заслужил эти часы. Да и вообще после смерти бабушки он сильно сдал, и уже ничего его не радует. Вот подарю ему эти часы, и может тогда он обрадуется», – с гордостью и надеждой сказал Саня. «Да, пусть это будут механические часы со стрелками, но не Apple Watch же ему дарить», – сказал Володя, и все ребята рассмеялись. Парни допили свой чай и продолжили путь домой. Когда Саня зашел в квартиру, было уже далеко за полночь. Дед тихо спал в кресле перед телевизором, а по телеку шло очередное политическое шоу. «Да, эти твари политики все никак не нажрутся», – про себя раздраженно сказал Санек и пошел переодеваться.
После он сходил в душ, а потом подошел к деду, чтобы взять из его рук пульт от телевизора и выключить. Когда он прикоснулся к пульту, дед открыл глаза и сказал: «О, внучок, Сашенька, ты уже вернулся, а я ждал тебя завтра». «Да завтра уже на работу, мне осталось 1,5 недели перед отъездом, и надо подготовиться. Да и за тебя переживаю, как ты это все время будешь без меня-то? Понятное дело, будет сиделка, но мы же родные». «Ладно, Сашенька, иди спать, утро вечером мудренее», — сказал дедушка и пошел спать. Утром Саня встал и решил сразу подарить дедушке часы. Он тихонечко зашел к нему в комнату и увидел, что тот сидит за столом, намазанный мыльной пеной, и броется своей старой армейской бритвой и что-то напевает себе под нос. «Доброе утро, дедушка! У меня для тебя есть сюрприз», – радостно сказал Саня. Дед убрал от лица бритву и сказал: «О, какой такой сюрприз?» «А вот такой», – сказал Саня и положил на стол перед дедом найденные командирские часы. Дед немного прослезился и сказал: «Ой, внучек, я такие потерял много лет назад и не смог больше купить, а тут ты их мне принес. Какая же радость!» «Дед, это наверняка не они, но похоже, что я с моделью угадал», – с улыбкой сказал Саня. «Да не то чтобы угадал, ты просто попал в яблочко. Ты как будто вернул меня в прошлое время», — сказал дед и обнял внучка. После чего они позавтракали, и Саня помчал на работу. В офисе дел было по горло, так как Саню, Пашу и Володю готовили на стажировку в США, и им необходимо было подогнать все дела. Директор то и дело заходил к ним в комнату и говорил: «Ребята, вы наша гордость и надежда, поэтому мы с нетерпением будем ждать вас со стажировки домой. Надеюсь, как вы вернетесь, мы сможем еще выше поднять качественный уровень нашего софта. И также мне известно, что вы любители экстрима и часто ездите в Чернобыльскую зону, поэтому у меня к вам просьба: берегите себя, так как от вашего здоровья и успешной стажировки зависит будущее нашей компании». Ребята молча слушали и кивали головами. Директор увидел, что отвлекает ребят, и сказал: «Ну все, не отвлекает работы, но все равно, помните мои слова». А потом вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. День пролетел незаметно, и Саня по традиции после работы поехал в спортзал. В этот раз Володя с Пашей не составили ему компанию, и он поехал один. Там он провел кардиотренировку, бегая на дорожке и делая упражнения. Саня думал о своем отъезде и о дедушке. Да, он планировал для него нанять лучшую сиделку с медицинским образованием, которая всегда в случае чего сможет оказать профессиональную медицинскую помощь, но все равно Саня переживал. Придя домой, они с дедушкой попили чай и поговорили. Дедушка с интересом спрашивал Саню про США, про то, как он туда будет добираться и сколько туда лететь по времени, на что Саня с удовольствием все ему рассказывал. В один момент дед отвлекся от того, что говорил Саня, и принялся крутить свои часы, которые недавно получил в подарок. «Слышь, дед, а что там с часами?» – поинтересовался Саня. «Да шо, с ними все хорошо, внучок. Вот только я заметил, что они сильно-то спешут. Весь день я их перевожу назад. Хотя дареному коню-то в зубы не смотрят. А тем более я долгое время о таких мечтал», — сказал дед. «Деда, давай я завтра отнесу их в мастерскую, и мастер их починит». «Не, никаких мастеров до своих часиков я не допущу. Так, ладно, идем спать», — громко сказал дед, и они пошли спать. На следующее утро Саня, как обычно, сделал небольшую зарядку и пошел в ванную комнату для того, чтобы принять душ. Зайдя внутрь, он увидел на полу комнаты и на дне ванной множество седых волос. Смыв мощным напором эти волосы, он принял душ. Когда Саня завтракал, то в кухню к нему зашел дед, чтобы провести его на работу. Саня взглянул на него и обомлел. У деда на голове практически отсутствовали волосы.
Лишь по бокам его головы остались небольшие островки, а так он полностью лысый. «Слышь, дедушка, а что у тебя случилось с волосами?» На что дед удивленно ответил: А что случилось? Все у меня хорошо. «Ну, ты иди и взгляни в зеркало. У тебя на голове почти все волосы выпали». Дед подошел к зеркалу и замер. Ой, мамочки, что это такое-то творится? Где мои-то волосы? «Дедушка, не кричи, лучше вспомни, может, ты какие новые таблетки принимал, и это побочные эффекты?» Да не, ничего кроме волокордина я не принимаю. «Ладно, давай я завтра отпрошусь у шефа на полдня, и мы с тобой сходим в больницу к нашему терапевту. Она наверняка знает причину», – спокойно сказал Саня. На этом и договорились. Офис, как и вчера, был похож на улей с бешеными пчелами. Все сотрудники мотались по кабинетам. Громко трезвонили телефоны, а некоторые самые умные сотрудники пили кофе на курилке и обсуждали других. Но в комнате Сани, Володи и Паши кипела работа. «Слышь, Саня, ты сегодня что-то не в духе? Что произошло?» – поинтересовался Володя. «Да все нормально, дед что-то немного приболел», – грустно ответил Саня. «А что с ним? Какие симптомы?» – поинтересовался Паша. «Да волосы у него выпали». «Так он старый уже, это по возрасту положено». «Так не все же сразу, у него почти вся голова лысая, а вчера было все нормально». Раздраженно отреагировал Саня. «Так, друг, не кипятись, все наладится». В этот момент в комнату зашел шеф и сказал: «Так, что за шум, что случилось?» «Да все нормально, шеф, так, рабочая дискуссия», – ответил Паша. Шеф подошел поближе к столу Сани и посмотрел на него. Саня с расстроенным лицом сидел и кликал мышкой. Шеф присел рядом на стул и сказал: «Слышь, Санек, пойдем выйдем покурим, у меня к тебе дело есть». «Окей, только ненадолго, так как у меня полно работы», – сказал Саня, и они вышли из комнаты. Когда они зашли в курилку, то все, кто там находился, мгновенно разбежались по комнатам, как тараканы. Шеф и Паша закурили, и шеф сказал: «Саня, я понимаю, что вы с ребятами готовитесь к командировке и сильно напряжены, но на тебе вообще лица нет, что происходит?» «Да все нормально, шеф, только что мой дед приболел, и я сильно переживаю за него». «А что с ним?» «Я сегодня утром обнаружил, что у него выпали все волосы с головы. Буквально еще вчера все было хорошо, а сегодня на его голове осталось лишь несколько волосков, и меня это сильно насторожило. Дед единственный, кто у меня остался. Так, давай возьми на завтра отгул. Работа работой, но здоровье родных важнее». «Да ладно, шеф, я понаблюдаю сегодня за дедом. Если у него появятся еще какие-то симптомы, тогда я наберу вас и возьму отгул, хорошо?» «Конечно, в любом случае можешь рассчитывать на меня, так как вы с ребятами много сделали для меня и для компании. И я, как первый руководитель, всегда готов пойти вам навстречу». После этого они выкинули окурки и разошлись по комнатам. День пролетел незаметно, и Саня поспешил домой. Придя, он зашел в квартиру и почувствовал запах жареного мяса, который шел с кухни. Зайдя туда, он заметил, что дед стоит возле плиты и что-то жарит на сковородке. «Деда, что это ты такое готовишь там?» – удивленно сказал Саня. Знаешь, Сашенька, я сегодня сильно захотел мяса, аж до боли в желудке. В общем, я пошел на рынок и купил свежины. Вот и готовлю нам мяско. «Мяско и поздно на ночь? Мы же раньше так не питались. Ты же кроме молока с печеньем на ночь ничего не потреблял. А тут свежина. Дед, ты точно здоров?» – удивленно сказал Саша. Тогда дед необычным злым взглядом посмотрел на Сашу и сказал: «Я тебе еще раз говорю, что хочу мяса, и мне все равно, что раньше ел на ночь». Саня настороженно посмотрел на деда и сказал: «Да не вопрос, дед, ешь что хочешь, лишь бы на здоровье», – сказал Саня, а потом опустил взгляд на ноги деда. В тот момент он сделал шаг назад, подол халата раскрылся, и Саня увидел, что обе ноги деда покрыты огромными шишками.
Это были такие бугры величиной с грецкий орех, которые были усеяны сеткой сосудов. От увиденного у Сани аж потемнело в глазах. Он, немного пошатнувшись, взялся за столешницу и сказал: «Дед, а что у тебя с ногами? Что это за шишки такие?» А что у меня с ногами? Признаюсь, они сегодня болели, но я-то много прошел пешком. Сказал дед и одновременно нагнулся, чтобы посмотреть на свои ноги. Когда он увидел шишки, то присел на стул и громко вздохнул и сказал: Ой, какой ужас, что это такое? Саня взял деда за руки и сказал: «Значит так, слушай меня внимательно. Я сейчас звоню шефу, беру на завтра у него отгул, и мы с утра идем с тобой в больницу. И не вздумай спорить. Я хочу быть уверенным, что у тебя со здоровьем все хорошо». Хорошо, внучок, пусть будет по-твоему. Саня набрал шефа, и тот сразу дал ему отгул, после чего они поужинали, попили чай и пошли спать. Сане не спалось. Он поднялся с кровати, будильник показывал 23:30. Он встал и пошел в туалет. Когда он шел, то увидел, что у деда в комнате горит ночник. И он сразу пошел на свет ночника. Зайдя в комнату к деду, Саня увидел, что тот сидит и копается со своими часами. «Дед, ты чего не спишь?» – шепотом сказал Саня. Да вот мои часики. Все спешат и спешат, как будто ускоряют мою жизнь и приближают ее конец. Задумчиво сказал дед. «Ой, не заморачивайся, деда, лучше сними их, а завтра по дороге в поликлинику завезем их в мастерскую». Я тебе ясно сказал, что никаких мастеров к ним я не допущу. Громко сказал дед, на что Саня молча вышел из комнаты и пошел спать. Следующим утром Саня вызвал такси и поехал с дедом в поликлинику. На приеме доктор внимательно осмотрела дедушку и написала направление на целый ряд анализов и исследований. Так как дед с утра был натощак, то Саня его повез в диагностический центр, где ему и провели все необходимые исследования. Но никакие функциональные исследования ничего не показали. Да, есть небольшие возрастные отклонения, но ничего серьезного обнаружено не было. В лаборатории сообщили, анализы крови и мочи будут готовы через пару дней. Саня привез деда домой и рванул на работу. Так как, несмотря на то, что он взял отгул, он трезво понимал, что надо готовиться к командировке, и у него каждый день на счету. В этот раз он засиделся в офисе до последнего и покинул его около 22. Придя домой, Саня заметил, что в квартире тишина, а в комнате деда не горит свет. Саня зашел в комнату и увидел, что дед спит. Фух, пусть отдыхает. Сон пойдет ему на пользу, подумал про себя Саня. Потом он заварил себе чаю, вышел на балкон и закурил. Саня стоял и смотрел на горизонт. Где-то вдали горели огни центра города, а вдалеке слышалась танцевальная музыка. Блин, живут же люди, а тут ни семьи, ни детей, ничего. Это хорошо, что дед есть, он для меня самое дорогое, про себя подумал Саня. Выйдя с балкона, Саня зашел в ванную для того, чтобы почистить зубы. На полке у умывальника он увидел стакан, в котором лежали вставные зубы деда. Давненько он их не снимал. Видать, вчера объелся мяса и, видать, решил их почистить. Продолжал размышлять Санек. После чего он вышел из ванной, прилег на кровать и сразу же вырубился. Ему приснился сон, что на него напал огромный аллигатор и кусает его за ухо и нос, и несмотря на сон, Саня испытывал реальную боль и быстро проснулся. Когда он проснулся, то чуть не обомлел от увиденного. Рядом с его кроватью стоял дед и своими беззубыми деснами обсасывал его нос и ухо. «Фу, блин, дед, ты что творишь? Ты в своем уме?» Закричал Саня и включил ночник. То, что он увидел, повергло его в шок. Все тело деда было обсыпано какой-то кровяной сыпью, а из десен текла кровь. Его лицо было искривлено от боли, и было видно, что он не симулирует.
Сашенька, внучек, я хочу кушать, покорми меня!» — кричал он. «Да без проблем, пойдем на кухню, сейчас дам тебе поесть», — сказал Саня и повел деда на кухню. Саня начал доставать из холодильника кастрюли и сковородки с едой, а дед, присев за стол, начал прямо руками хватать еду и уплетать ее. Саня просто не успевал доставать все, что было в холодильнике. «Да, дедушка, не спеши, у тебя никто ее не заберет», — говорил Саня деду, так как тот просто запихивал все прямо в себя. Когда он начал давиться едой, то запил стаканом воды и продолжил дальше есть. «Молока! Хочу молока! Дай мне молока!» Громко кричал дед. Саня дал ему бутылку молока, и тот одним залпом ее выпил. После этого он целиком проглотил палку колбасы и начал доедать кусок сала, который уже несколько месяцев лежал в холодильнике. «Слышь, дед, а давай я тебе возьму скорую, потому как этот аппетит ненормальный и ничем хорошим для тебя не закончится». «Внучек, заткнись, болван, и просто дай мне то, что я прошу», — сказал дед и продолжил трапезу. Когда дед ел, то рукав халата сполз с его рук, и Саня увидел, что стрелки командирских часов, которые он подарил деду, без остановки двигаются вперед. Причем это происходило с огромной скоростью. В окошке, где указана дата, цифры моментально сменяют друг друга. «Блин, что за мистика такая? А ну нахрен сними эти часы!» — сказал Саня и потянулся, чтобы стянуть их с руки деда. На что тот силой одернул его и сказал: «Отстань от моих часов! Я никому их не отдам! Я даже в гроб с собой их заберу!» Как только дед это сказал, лампочка в комнате взорвалась, а ее осколки разлетелись по кухне. «Так, не переживай, сейчас я возьму новую лампочку и вкручу», — сказал Саня и побежал в коридор, где хранились запасные лампы. Когда Саня судорожно рылся в ящике в поисках лампочки, то услышал сильный кашель деда. Схватив лампочку, он буквально влетел на кухню и мигом ее вкрутил. В комнате загорелся свет. В этот момент дед упал со стула на пол, его лицо посинело, и он начал хрипеть, а потом и вовсе перестал дышать. Саня подумал, что дед подавился. Он перевернул деда на живот и сделал несколько шлепков по спине с целью выпить застрявший кусок, но никакого эффекта получено не было. Тогда он положил его на спину и принялся делать ему искусственное дыхание, но опять же, ничего у него не получилось. После Саня достал мобильный и вызвал скорую помощь. Карета скорой помощи прибыла через 10 минут. Но врачи развели руками и сказали: «Молодой человек, ваш дедушка скончался. Если верить вашим описаниям последних минут его жизни, то скорее всего там был комплекс проблем. Но окончательные выводы даст лишь патологоанатом». После чего врачи вызвали специальную машину, которая и забрала тело дедушки. И перед тем, как они вынесли его, то Саня снял с его руки часы. И к его удивлению, они стали ровно в тот момент, когда умер дед. Последние несколько дней пролетели как во сне. Приготовление к похоронам, сами похороны и все остальное. Саня выполнил последнее желание деда и положил эти часы ему в гроб. Еще на похоронах шеф сказал, что договорился с партнерами из США о том, чтобы в связи с непредвиденными обстоятельствами отсрочили дату прибытия ребят на стажировку, и чтобы Саня об этом не переживал. Но Сане было уже все равно. После похорон на предложение Сани и Володи приехать на ночевку к любому из них, Саня ответил отказом и пошел домой. По дороге он зашел в магазин и взял литровую бутылку виски. Придя домой, он сел на кухне и начал пить. Выпив бутылку, Саня встал со стола, прямо перед ним на полочке стояла траурная фотография деда, и возле нее была рюмка с кусочком хлеба. «Ну что, дед, тебе, наверное, хорошо там? Ты, наверное, уже встретился с бабушкой и родителями. Вы там сильно не скучайте, так как скоро я приду к вам», — сказал Саня и вышел из кухни. Он пошел в комнату деда,
Когда он вошел в комнату, то увидел, что на столе деда лежали его командирские часы, и стрелки на них опять бешено вращаются, спеша вперед. Да блин, что за чертовщина такая? Крикнул Саня и ударил кулаком по часам. От удара часы остановились, и в комнате наступила тишина. Саня взял их, вышел на балкон и выкинул их с высоты 9-го этажа. Проклятые часы, это вы во всем виноваты. Да и я виноват, что принес их в дом. Со слезами сказал Саня. Пошел в свою комнату и лег спать. Он закрыл глаза и быстро заснул. Проснулся он от того, что кто-то будит его. Когда он открыл глаза, то увидел, что вся комната озарена ярким светом, и по ее центру стоят дед, бабушка и его мама с папой. Ну что, внучок, ты обещал, что скоро к нам придешь. Вот мы и пришли за тобой. Вставай и пошли с нами. Дед, а вы точно меня заберете с собой? Растерянно поинтересовался Саня. Да, мы тебя уже давно ждем. Вот я недавно пришел, а без тебя нам плохо. Поэтому давай, идем к нам. Сказал дед, взял за руку и повел за собой Саню. Пройдя по комнате, дед вел Саню на балкон. Когда Саня залез на карниз балкона, то увидел, что все образы его семьи зависли в воздухе в метрах 10 от балкона и жестами как бы зовут его к себе. В тот момент несколько молодых парней сидели на лавочке возле подъезда и, увидев, что Саня стоит на краю балкона с вытянутыми вперед руками, начали кричать ему, чтобы он не делал этого. Но Саня ничего не слышал. Он сделал шаг вперед и с бешеной скоростью полетел вниз. Молодые люди вызвали скорую и полицию, но прибывшие медики констатировали смерть. После всех следственных процедур медики забрали тело Сани и увезли в морг. Полиция также покинула двор дома, а молодежь молча сидела и наблюдала за всем этим. Когда все уехали, то от тела Сани осталось лишь мокрое кровяное пятно. То к этому месту подошел один парень из компании молодежи, которые сидели на лавочке и все это видели. Парень приблизился к этому месту и увидел, что в метрах 5 левее на земле лежат старые командирские часы. Когда он взял их в руки, то увидел, что они абсолютно целые, а их стрелки бешено вращаются вперед. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история, на которую было потрачено вагон времени. Надеюсь на вашу поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если еще и поделитесь со своим другом, то цены вам нет. Для вас это 20 секунд потраченного времени, а для канала это как-никак продвижение. Кто же, как не вы? Всем хорошего настроения и до скорых историй. С любовью и уважением, ваш Андрей.